Всем добрый день, точнее уже вечер. Дорогие друзья, в древние времена, если ведьмы давали человеку какие-либо ритуалы совершать, то эти ритуалы были связаны с повседневной жизнью, с тем, с чем сталкивается человек каждый день. Эти ритуалы не были связаны с каким-то хватанием звезд на небе. Они были нужны на каждый день, на любой случай в жизни. Если не было помощника рядом, если не было рядом практика, то как бы человек мог справиться? Ритуалы были связаны с теми силами, к которым обращался человек всегда, тысячелетиями. А значит, они не опасны, а значит, к ним обращаться можно. Как можно меньше нужно было иметь атрибутики простому человеку. Почему я вам дарю такие ритуалы, которые легко выполнить, которые не требуют особых затрат, не требуют особых каких-то вложений и прочее. Потому что простому человеку нужно было как можно меньше соприкасаться с миром магии и как можно проще и легче получать желаемое. И как это происходило? Когда приходили к ведьме с определенной просьбой, она исправляла то, с чем человек приходил, но на всякий случай давала с ним вместе и какой-либо заговор или заклинание, что-то такое, что может помочь этому человеку, если ее не будет рядом. В данный момент я хочу вам подарить очень важный ритуал, который вам пригодится. В нашей жизни мы часто говорим слова, о которых потом жалеем. Поверьте мне, что даже человек, у которого нет силы, который не владеет особой силой, но даже человек самый простой, самый слабый, в момент гнева, в момент боли может так проклинать, что очень многие потом это проклятие снять не смогут. Когда человеку причиняет боль, у него меняется состояние измененного сознания. Я говорила вам, что это такое. Когда человек чуть приподнимается над собой, это как состояние транса. И он соединяется с тонким миром. В этот момент тонкий мир особенно активен рядом с ним. И когда человек высказывает свое проклятие, то выхватывают духи силы, которые рядом с этим человеком, и исполняют. Тем более, если она справедливо злится. Ну, например, человека ни за что лишили премии, скажем, да, обвинили в чем-то, обидели. Этот человек оборачивается и говорит: ну вот, чтоб ты эти деньги себе на похороны потратил, раз уж мне не даешь. Или про себя сказала, или вслед сказала, ну, в сердцах сказала от боли. И поверьте мне, что через некоторое время, если тот человек, который, ну, скажем, начальник, да, если не умрет, то очень сильно заболеет. Что-то с ним случится. Действительно, эти деньги выйдут боком ему. Но есть моменты, когда ты жалеешь о том, что сказала. Иногда бывает, любимый человек нас так обидит, что мы просто в сердцах желаем ему очень плохое. Ну, например, чтоб ты сдох, чтоб ты провалился, чтобы у тебя была такая же боль, как у меня, или чтоб ты ослеп. Все что угодно мы можем сказать, когда нам делают больно. Вы знаете, ведьмы уже давно поняли, что их проклятие очень быстро действует, но всегда в убыток им же самим. Знаете почему? Объясню. Потому что если твой мужчина по твоей вине, ну, из-за твоего проклятия, может, справедливого проклятия, попал в аварию, то ухаживать за ним будешь опять же ты, и затраты понесешь ты, и прочее. Так что мы начали контролировать, потому что знаем, что обязательно нам во вред это пойдет, потому что мы не сможем в стороне стоять, мы обязательно поможем. То есть наше проклятие сбудется. Но опять за все это думать придется нам. Конечно, это наш выбор, мы можем это и оставить, но поскольку мы в душе добрые, все равно мы пожалеем в последний момент. Так вот, если вы сказали непотребное, суетное слово,
своему близкому человеку, своему ребенку. Или сказали и пожалели. Пока это не исполнилось, пока это не случилось, у вас есть время забрать эти слова обратно. Иногда бывает, что мы по глупости говорим, например, ой, лишь бы сдать этот экзамен, я за этот экзамен жизнь отдам. Понимаете? Или мне так нравится это платье, я готова там руку отдать, лишь бы это платье мое было. Вот такие глупые мысли, они тоже иногда сбываются. Не иногда, а очень часто. Если вы чувствуете, если внутри вас неспокойно душе, и вы понимаете, что вы сказали то, чего не нужно было говорить, вот ритуал, который я вам дарю. Забрать это ненужное слово обратно. Начитайте 7 раз, каждый раз называя или слова, которые вы сказали, или, например, сказать то, что я пожелала такому-то. Берете обычную свечу, любую свечу восковую. Можно церковную, можно обычную, без разницы абсолютно. После того, как вы это начитали, оставьте свечу догореть. И то, что вы пожелали, не сбудется. Итак, читаю. Я, наверное, прочитаю 1 раз, но вам советую читать 7 раз. Читайте и смотрите на свечу. Свечи зажигаем спичкой, знаете, да? О духе рассоздания, из недр мироздания, те, кто правит судьбой людской. Вы слово мое гневное слышали, прошу, не спешите исполнить. Хранитель-стражник, схвати ты невольное проклятие, что вылетело с моих уст. Запри в сундуке на 40 замков, а сундук кинь в огонь, пусть сгорит. Невольное заклятие, али клятва, данная сгоряча. Слово непотребное, слово суетное, сгоряча сказанное. Хранителем моим схвачено, в огне сожжено, и не сбудется, превратится в пепель. Свеча горит и тает, так и невольное проклятие. Слово суетное, сказанное сгоряча, сгорит, сгинет и растает. Да будет так. Еще раз читаю. О духе рассоздания, из недр мироздания, те, кто правит судьбой людской. Вы слово мое гневное слышали, прошу, не спешите исполнить. Хранитель-стражник, схвати невольное проклятие, что вылетело с моих уст. Запри в сундуке на 40 замков, а сундук кинь в огонь. Пусть сгорит невольное заклятие, али клятва, данная сгоряча. Слово непотребное, слово суетное, сгоряча сказанное, хранителем моим схвачено, в огне сожжено, и не сбудется, превратится в пепель. Свеча горит и тает, так и невольное проклятие. Слово суетное, сказанное сгоряча, сгорит, сгинет и растает. Да будет так. Можете в это же время сказать, пусть сгинет, растает слова, сказанные мне вот такому-то человеку. Иногда мы даже даем какие-то клятвы. Вот я клянусь, если я еще раз там и так далее. Это тоже суетное слово, которое не должно сбываться. Если вы знаете, что эту клятву сдержать не в силах, не нужно сгоряча ее давать. В злости, во время боли мы говорим все, что угодно, а потом жалеем. Когда эта свеча растает, в течение 3 дней унесите 13 монет, лучше медных, лучше десятки. Если вы живете в странах, где нет монет, значит 13 купюр. Отнесите, значит, к любому дереву, где мало людей ходят. Ложите и скажите. Суетное слово, проклятие в адрес такого-то или данные мне, значит, клятвы и прочее, прочее, все, что вы хотите, чтобы не сбылось, пусть не сбудется. Откупаюсь. Положите и уходите. Все. И вам станет легче. И то, что вы хотели, потом передумали, тоже не сбудется. Вот вам мой бесценный подарок. Пользуйтесь. Удачи.